Вот нарезали мы с папой по размерам 4 доски внешние, которые в пакете будут. Поставили их. Ну вот здесь вот видно, доска немножко такая дугой идет. И такая щель к низу образуется. Ну, в принципе, это фигня, это не страшно. Сейчас мы пока что прихватили здесь на шурупы, пока мы тут все это двигали, диагональ перемеряли. Вот это все. Вот потом я пробью это все гвоздями. Вот. И будет все круто. Сейчас папа приварит, значит, уголки внешним, которым мы прикрепим это все дело, чтобы это все не двигалось, никуда не уезжало. Вот такой вот сварочный аппаратик. Такая вот масочка. Ну, мне такие работы пока не дают. Молодой еще. Неопытный, говорят. Вот он уголок. Вот он электрод. Все довольно-таки просто. Сейчас это сюда припаяется, а потом мы к этому все это дело прихватим. Еще положим рубероид вниз. Еще рубероид вниз обязательно. Отсечь влагу, все дела. Папа готовится. Дело серьезное. Краска, может быть, зачистить надо. Я пока оператор. И у меня тоже защита. Все дела. Наверное, конечно, я смотреть не буду. Что, я дурачок, что ли? Глаза надо беречь. На сварку смотреть категорически запрещено. Сожжете себе все роговицы, зрачки и все, что только можно. Глаза берегите. Сейчас не смотрите, иначе обожжетесь там что-то. Потуши. Горит. Это краска. Расскажи, пап, что за электроды? А? Что за электроды, какого размера? 2,5. 2,5. Шапочки из какого металла? Ну, стальные. Ну, Просто сталь. Где молоточек? Вот. Просто сталь 4 миллиметра. Похоже на то. Ну и уголки обычные самые. Так, наварили на одном углу. Теперь прокидываем опять диагональ. 7, 5, 6. Так и было. Проверим эту сторону. 7, 5, 6. Идеально. Как в аптеке. Как в аптеке. Ну вот так вот получилось. Наварили уголки. Подложили рубероид, подрезали как надо. Значит, смотрите, у меня были там специальные гвозди, типа для уголков, но не суть. Поставили эти шурупы, в принципе, они тут технологически особо ничего и не несут, ничего их не обломит. Они просто прижали чуть-чуть сам уголок к дереву, вот и все. Потому что дерево и так вот упирается везде на уголок. Диагонали все верно, все хорошо. То есть как мы смотрели вот эту, ну можно на глаз смотреть, но мы взяли еще нитку, то есть от угла на угол кинули, посмотрели там, если ее там чуть-чуть типа выгибало, мы взяли, вон кувалдочка, мы взяли этой кувалдочкой, тык-тык-тык, подстучали, все ровно, перешли на эту сторону, тоже кинули нитку, ну вот, и ровный, в принципе материал хороший, ровный весь, то есть все хорошо. Ну вот и так вот. То есть сейчас немножко потрясет нас, потому что у меня девайсы там все заряжаются. Попозже сниму нормально. А сейчас что буду делать? Сейчас немножко попью чаю, отдохну. Папа уехал отдыхать. И начну, значит, нарезать следующие доски
и собирать полностью пакет, и буду уже пробивать. То есть пока мы еще момент, пока мы, то есть тут выставляли диагонали, уголки, все это такое, мы тут поставили на такие типа технологические шурупчики. Этот вогнался, плохой пример. Ну вот здесь, допустим, 2, потому что я говорил, что здесь выгибала чуть-чуть, ну сама такая она выгибается доска, но это не страшно, это не суть. А потом, когда я уже пакет буду сбивать, собью, я по одной так стороне буду проходить, то есть пробивать гвоздями и выбирать эти шурупы. Ну или оставлю там эти шурупы. Что там, хуже не будет. Ну вот как-то так пока что. Пью чай, отдыхаю, потом надену сумку и начну работать. Вот что у меня пока получается. Смотрите, должна быть такая елочка получаться на всех узлах. То есть здесь еще одна третья доска пойдет. На углах вот так вот получается, вот такая вот елочка. То есть если у вас предыдущая доска вот так вот стыковалась, то следующую вы не можете вот так вот стыковать. Вам только поперек можно стыковать. Тогда будет здесь жесткость и все остальное. Ну, пробиваю я, короче, 90-ми гвоздями. А здесь делаю отступ небольшой. Потому что сюда еще доска придет. И по 3 гвоздя. Ну, типа, если 150 на 50 доска, то 3 гвоздя. Если 100 на 50, то 2 гвоздя. Вот. Потом отступаю где-то сантиметров 40. Еще пробиваю, еще. Пока шел, кстати, за топором, чтобы снять обзолик. Ну, вот этот вот обзолик, да. Увидел струбцины у меня есть, подумал, а что я не прижимаю струбцинами, так еще лучше будет. Ну вот как так, буду продолжать.
Крепко-крепко держи. Сейчас будет громко. Третий килограмм гвоздей подходит к концу. Самое вообще отвратительное, это вот эти вот уродцы, слепни, да, Ксюша, кусают. На тебя, наверное, нет, я вон весь мокрый, и мне нападают. А что, Пока говорил, забыл, давай перемерим еще. 242,6, по-моему, было. 242,8, это 0,7. комасей? 0,7. Что это за слово комасей? Ну вот, ребятки, закончил я нижнюю обвязку. Вот такая она получилась. 150 на 50. То есть здесь мы видим, получилось вот так вот, видите, везде елочка. Вот тут зазорчики, то что. Ну, как умею, так пилю. Пила тоже такая, конечно, дешевенькая. Есть у нее там свои погрешности, все дела. Что я скажу? Вот это даже не ошибка, это даже плюс. Потому что дерево имеет свойство набирать влагу, расширяться, сжиматься. Поэтому, если ей будет куда двигаться, это даже хорошо. То есть это, ну, это вообще не страшно. Это полная фигня. Ну вот такая вот она получилась. Ну круто, круто. Я очень доволен. Все получилось, все по гайдам из Ютуба. Теперь у меня тоже есть свой гайд. Как это делается? Классно. По поводу перепадов. Перепады не такие уже страшные. То есть вот если мы посмотрим, тут можно сказать, что ровная поверхность. С материалом, еще раз повторюсь, очень повезло. Очень классный материал. В принципе, ровный. Ну, то есть можем посмотреть, да? То есть мне даже нигде там рубанком особо не надо проходить. Ровная поверхность. Так получилось. Есть некоторые места, где я сам лоханул, потому что, как мне объяснили, на пилораме, то есть можно видеть, здесь ровный, а здесь вот идет немножко волной. Там, где сучки,
Ну вот. И у меня была там одна доска, где я лоханул и вот этими сучками поставил вверх. А сейчас я покажу, вот она, рядышком близко. То есть вот, да, тут типа она волной идет. Мне надо было перевернуть ее, но это я потом заметил, вот эту вот разницу. Ну тоже, в принципе, все отлично. Так что вот как-то так, ребятки. Сейчас что я еще сделаю? Сейчас я пройдусь огнебиозащитой. Это я снимать не буду уже, это так. Как бы вы это видели, как я краску умею работать. И все. И можно будет уже делать пол. Все. В общей сложности все это заняло день. Просто я вчера начал довольно-таки поздно вечером и закончил сегодня. Ну, сколько сейчас время? Где-то обед. То есть так бы это заняло всего лишь один день, но я никуда не тороплюсь, форсировать мне некуда. В принципе, я делаю это все в свое удовольствие, по кайфу. Тем более дети, дача, еще много есть чего делать, но это как бы сейчас основной проект. То есть я буду продолжать это делать, буду продолжать снимать. Так что если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, прожимайте на дын-дын-дын-дын, бум, колокольчик. Как всегда, ребятки, хорошего настроения, всем пока.